Биография Камилы Паркер Боулс определенно метит в бестселлеры, ведь до сих пор историю любовного треугольника Дианы Чарльз-Камила знали, в основном, со слов принцессы Дианы. Она, как известно, была лицом заинтересованным. Начало в статье. Камила Паркер Боулс. История Дианы и Чарльза ее глазами. Прошло 5 лет с момента свадьбы Чарльза и Дианы. Их хватило, чтобы Камила пришла в полное равновесие с собственным внутренним миром, окончательно смирившись с полигамными наклонностями мужа и сделав своим приоритетом детей. Она считала, что ее жизнь вполне удалась, она стала женой человека из высшего общества, у нее был красивый дом в григорианском стиле, сад, конюшни и возможность приятно проводить время среди людей своего круга. На некоторых таких мероприятиях она видела Чарльза, но всегда лишь издали, без возможности перекинуться парой фраз и уж тем более оказаться с ним наедине. Еще она с мужем ежегодно получала рождественские открытки от принца Уэльского, формальность, которую он фанатично следовал, не более того. В конце концов, он оставался крестным отцом ее старшего сына Тома. Однажды, правда, Чарльз позвонил ей и сказал, что Диана беременна. Камила так и не поняла смысла того звонка. Чарльзу было 38, и за 5 лет брака он сильно изменился в глазах своих друзей. Он стал угрюмым, часто молчал, был задумчив и не вступал в беседы, которые прежде его непременно бы заинтересовали. Он по-прежнему улыбался на публике, изображал семейную идиллию на фотосессиях и во время протокольных мероприятий, где они появлялись вдвоем с женой, но с друзьями у него не было необходимости носить маску. Брак с Дианой оказался ошибкой с катастрофическими последствиями. Как ужасна несовместимость! И какой ужасно разрушительной она может быть для героев этой экстраординарной драмы. В ней есть все составляющие греческой трагедии. Я боюсь, что мне понадобится помощь, и я стыжусь этого. Я начинаю испытывать такое замешательство и разочарование, и это делает меня несчастным. Я никогда не думал, что это так закончится. Как я мог сделать все настолько неправильно? В настоящий момент я не вижу света в конце довольно ужасного тоннеля о том, что Чарльз находится на грани нервного срыва. Камила узнала от Эмили ван Катцем. Она и ее муж Хью были близкими друзьями принца. Эта фамильная дружба потом продолжилась между их сыновьями. Эмили обратилась к Камиле с нетривиальной просьбой позвонить Чарльзу и просто поговорить с ним, как в старые добрые времена. Только тебе под силу его взбодрить. Ему нужен кто-то, кто бы относился к нему, как ты. Ему нужен друг, который бы понимал его и принимал бы таким, каков он есть. Леди ван Катцем умела убеждать.
стоило Камиле Паркер Боулс сделать первый шаг, как за этим звонком последовали другие. Она снова стала бывать у него, часто с мужем, но иногда и без. Принц приглашал ее вместе с остальными в Хайграув, где он жил уединенно. Минус Диана терпеть не могла сельскую жизнь и ни за что не променяла бы лондонский Кенсингтонский дворец на домик в деревне. Позже она скажет, что Чарльз намеренно уезжал в Хайграув, под видом занятий садоводством, дабы видеться тет-а-тет с любовницей. В реальности, Чарльз переселился туда задолго до возобновления отношений с Камилой. Он любил природу, долгие уединенные прогулки и свои занятия акварелью в саду. А садоводство действительно было и остается одним из главных его хобби. На протяжении долгих лет, благодаря стараниям Дианы, многие готовы были поверить в то, что принц Чарльз был плохим мужем и бесчестным человеком, всю жизнь обманывавшим жену. Но это не так. Все первые 5 лет брака принц старался выстроить нормальные зрелые отношения с Дианой. И ни разу за это время ей не изменил. Проблема этих двоих была в полной несовместимости. И к 1986 году брак был окончательно разрушен. Летом Чарльз съехал в Хайграув, а Диана завела свой первый любовный роман. В своем интервью для BBC еще раньше, в своих аудиозаписях для Эндрю Мартона Диана скажет, что она позволила себе влюбиться в Джеймса Хьюита после того, как стало ясно, что Чарльз продолжил свои отношения с Камилой. По ее словам, измены мужа возобновились еще до рождения принца Гарри. И это, разумеется, подлило масла в огонь народной ненависти к Камиле. Однако, это неправда. Пенни Джунор, автор биографии герцогини Корнуольской, собрала достаточно свидетельств, доказывающих, что Камила и Чарльз возобновили общение в конце 1986 года, и поначалу это были чисто дружеские контакты без претензий на большие. К тому моменту младшему сыну Эльских было 2 года, а Диана уже несколько месяцев принимала у себя Хьюита. Конечно, глупо 2 взрослым людям измерять степень вины за супружескую измену в категориях «кто первый начал», но если уж Диана сама решила, что это может быть аргументом, то начало первой все-таки она. Читайте также, любимые мужчины принцессы Дианы. Быть может, если бы Камила не позвонила тогда принцу, он сам никогда бы не сделал первый шаг. Чарльз был поразительно старомодно воспитан. Ему казалось бесчестным втягивать в свои проблемы женщину, которую он когда-то любил и не смог удержать. Но она дала ему шанс думать, что он по-прежнему ей не безразличен. А дефицит любви тогда испытывала не только Диана. Следующие несколько лет Чарльз и Диана прожили, фактически, в открытом браке. У нее был Джеймс, у него Камила. И, кажется,
Обоих это вполне устраивало. Продолжение следует. Фото: Get Images.